Привет, ангелы, с вами Ленни, и в этом видео я хочу показать вам два варианта Гяру маникюра. И прежде чем мы начнем, у меня для вас очень важный вопрос, ответьте на него в комментариях. Почему именно вы смотрите мои видео? Потому что вам самим хочется так одеваться или так выглядеть, или просто для, скажем так, общего развития. В предыдущем видео я обещала вам полноценное видео по ногтям, и я его смонтировала и выложила в Инстаграм. Качество было, такое, поэтому я решила, что для Ютуба я придумаю что-нибудь поинтереснее. И чтобы немножко объяснить идею этого видео, мне нужно напомнить, что Гяру — это сочетание двух вещей — каваи и секуси. Да, это то самое слово, которое я произношу с японским акцентом, потому что я надеюсь, что ютубная проверка пройдет мимо и не будет задаваться вопросом, для какой аудитории это видео. Автоматической проверки, к сожалению, пофиг, поэтому секуси. И так как в этой моде существует вот такое вот объединение двух вещей, то есть также и гяру, которые, например, в одном подстиле, но у них есть разделение на тех, кто одевается более мило, а кто-то более взросло. И я надеюсь, что это видео вам понравится. Не забудьте поставить лайк и операцию кавайнизацию, или как там, начать! Для кавайного дизайна понадобятся закругленные типсы средней длины. Клей, идущий в комплекте, засох как говно мамонта, так что выбросьте его. Мы с подругой шутим, что эти пластиковые штуки были сделаны 20 лет назад и до сих пор продаются. И я уверена, что в этой шутке есть доля правды. Первым делом подберите типсы по размеру ваших ногтей, чтобы они перекрывали родные ногти, но не заходили краями на кутикулу. Неровности, всякие зазубрины на пластике убираем пилочкой. В качестве держателей типсов я использую крючки с пластилином, это для удобства. Теперь покрываем ногти лаком. Количество слоев зависит от плотности лака. Обязательно просушивайте каждый слой перед нанесением следующего. Этап сушки обычного лака самый долгий. И если вы хотите ускорить процесс, то используйте гель-лак. Теперь пришло время для украшения. Для этого понадобится прозрачное гелевое покрытие, с которого не нужно снимать липкий слой. Его наносим на всю поверхность ногтя и приступаем к декорированию. Чтобы разместить каждый элемент на свое место, можно воспользоваться дотсом с пластилиновым шариком на конце. Поправлять декор уже на самом ногте лучше стороной без пластилина. Для закрепления дизайна я использую маленькую УФ-лампу, работающую от USB. Для следующего дизайна берем блестки и симметрично распределяем. Просушиваем первый слой в лампе и покрываем еще двумя слоями гель-лака, чтобы утопить выступающие на поверхности части. С мизинцами делаем то же самое, используя другой вид блесток. Добавляем стразы на другие ногти, и первый дизайн готов. В конце я покажу, как правильно и крепко приклеить такие ногти. На видео все выглядит быстро, в ускоренном режиме, поэтому наберитесь терпения, потом вы сможете использовать ногти со своим дизайном множество раз. Я не профессионал в нейл-арте, но такой способ может быть основой под любые дизайны гяру ногтей. Для секуси дизайна понадобятся длинные типсы. И обрезать мы их не будем. Также подбираем их по размеру и начинаем с покраски. Сначала закрашиваем белые части и ждем, когда лак высохнет, затем покрываем двумя слоями дополнительного цвета. Когда лак окончательно высохнет, берем тонкую кисть и рисуем зебру.
Чтобы наша зебра не была похожа на березу, рисуем посередине принта уголок. И уже относительно него дорисовываем черточки. Для декора опять используем топовое гелевое покрытие. И распределяем мелкие стразы для ногтей. И наконец-то сушим типс в уф-лампе. На безымянном пальце делаем другой дизайн, для этого белый лак дополнительно прокрашиваем перламутром. Добавляем прозрачный гель-лак и посыпаем типс блестками. После сушки лишнее опиливаем жесткой пилкой 100 на 180 грит. Из-за того, что я работаю за компьютером, я не могу долго носить длинные ногти, и для меня это хороший выход из положения. Ну а теперь инструкция, как приклеить накладные ногти, чтобы они держались неделю. Для подготовки ногтя обезжириваем его жидкостью с ацетоном. То же самое с помощью ватной палочки следует сделать с внутренней поверхности типса. Далее берем пилочку со средним абразивом и снимаем верхний блестящий слой для лучшего сцепления. Теперь для этой же цели наносим кислотный праймер. Он еще раз подсушивает ногтевую пластину. Чешуйки ногтя приподнимаются, и он становится матовым после высыхания. И, наконец, можно использовать клей для ногтей. Я рекомендую купить клей с кисточкой. А теперь плотно прижимаем ноготь и ждем 10 секунд. После этого ждем еще 5 минут, ничего не трогая, и маникюр готов. Чтобы снять такие ногти, нужно просто подержать руки в теплой водичке несколько минут. У меня был недельный рекорд ношения таких ногтей. Главное — это избегать длительного контакта с горячей водой и мыть посуду в перчатках. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным или вдохновило вас. Так что поставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. Ну и до следующего видео. У меня для вас еще много кавайных тем. Пока-пока!